Или раз в 2 дня идет. Ты, может быть, не понял? Нужно 2 дня бухать. Задача усложняется. Да, друзья, всем привет. Это Привет. Знаменитый... Это можно песню сейчас еще раз спеть? Отчего так путаются мысли? Да, значит, мысли путаются у нашего кардиолога Алексея Утина. Если вы, кстати, еще до сих пор не подписаны на его блог и не знаете, что детокс коктейли это говно, а пивной живот невозможно убрать, то Общее упражнение на пресс. Внизу есть ссылочка, да. Утин онлайн. Утин онлайн. Утин онлайн. Да, ну, в общем, мы сейчас вот здесь сделаем ссылочку внизу в описании, ссылочку, да, подписывайтесь. Что самое главное, можно 3 вещи, которые узнать у тебя на канале. Мы можем ругаться в камеру про то, что такое ЗОЖ без пи***жа? То есть, настоящий ЗОЖ. И с простым языком про многие болезни, в основном про сердце. Настоящий ЗОЖ, особенно про сердце. Да, в общем, сегодня Алексей, как ангел-хранитель, сидит у меня на плече, потому что я отправляюсь на тяжелый бой. Тяжелый бой с алкоголем, потому что я еду на День вина в Кишинев, в Молдавию. И в эти выходные мне предстоит употребить какое-то неправильное количество алкоголя. Вот. И, собственно, Алексей... Молдавское божале. Вот это. Да. У Алексея есть самый главный секрет. Это как пить алкоголь в неумеренных дозах, и чтобы тебе ничего не было, а чтобы он даже шел на пользу. Как? Подожди, Ладно, смотри, давайте. я где-то видел, что говорили, что можно в день выпивать стаканчик. И ничего от этого не будет. Это правда. Вот. Да, это даже беременным. Про беременных я бы не стал таких громких заявлений. Вообще мы с беременными очень сильно как бы нянчимся и никогда, конечно, не посоветуем беременным пить алкоголь. Но взрослый человек, у которого нет зависимости, может вполне себе употребить, и даже как бы медицина... То есть, у меня нет зависимости, можно я буду стаканчиком где-нибудь выпивать? Можно, но медицина даже это слегка одобряет, потому что есть... Но, к сожалению, с теми паттернами употребления алкоголя, которые существуют в нашей стране, употребление стаканчика в день, как правило, этим не ограничивается. Многие люди не могут уже остановиться, потому что все-таки после уже института есть определенная стадия алкогольной зависимости. Подожди, стаканчик за завтраком, стаканчик за обедом и стаканчик перед сном. И стаканчик после десерта. Аперитив, диджестив. Дело в том, что вот сейчас мы скажем людям с алкогольной зависимостью, что алкоголь в малых дозах полезен. Скажи слово полезен. Нет, не скажу. Алкоголь в малых дозах допустим. И они же услышат только то, что доктор сказал, вот, пить, и все порекомендовал для здоровья сердца. Это очень много таких людей с избирательной глухотой. Прям огромное количество в нашей стране. А избирательная глухота лечится или нет? Да, лечится воздержанием, к сожалению. Ладно, хорошо. Смотри, у нас сейчас все вот это ваше там брюзжание по поводу того, что нельзя, да, это мы все знаем. У нас задача такая. Мы точно знаем, да, что придется употребить какое-то количество алкоголя. Мы знаем, что это яд, да, что будет интоксикация организма, будет плохо. Значит, мы можем как-то к этому подготовиться. Правильно? Да, но нет. Лучший способ, конечно, избежать вот этого состояния, которое у нас называется похмельем, это, конечно, не пить. Либо пить умеренно. То есть каждый раз, когда будут... Если все высадим из поезда, ты должен открыть секрет, что делать. То есть, когда я просто гостеприимные молдаване, когда просто по возможности стараться как можно меньше. Там желающих наверняка выпить будет много. И если с каждым пить, то при каждом удобном случае, конечно, избегать алкоголя. И самый основной секрет это, конечно, пить побольше воды. Потому что алкоголь это вещество, которое выводится в том числе и почками. И то есть, давай так, на каждый бокал вина сколько надо выпить? На каждый бокал вина по стакану воды. На 150 вина, стаканчик воды и большой стакан 500, 400 миллилитров воды перед сном прям выпить. Это как бы такой секрет, который доказательная медицина рекомендует. И в таком случае у тебя не будет отравления, или что?
оно будет меньше, во всяком случае, чем могло бы быть, если бы, ну, просто обезвоживание является одним из причин вот этой обширной симптоматики похмелья. Там очень много разных симптомов, мы сейчас их, собственно разберем, очень много разных причин. Например, одна из причин там, низкий уровень сахара в крови, поэтому на утро тебе поможет такой вкусный завтрак какой-нибудь, колониальный. Утром На следующий день, да. это если ты встанешь, а если уже встать не можешь? Ну, там придется как усилием воли, преодолев тошноту, которая, собственно, вызывает там метаболит алкоголя, вызывает раздражение определенных нервов, которые, собственно, вызывают тошноту. Вот, и придется все-таки съесть завтрак, тогда часть симптомов похмелья уйдет, но это обычно говорят, оттянет немножечко алкоголь. На самом деле, как бы резервуаром алкоголя всю ночь является толстый кишечник. То есть он там накапливается, поэтому перед сном неплохо было бы его опорожнить, если мы так можем сказать. Ну, это же такой процесс. Это такой процесс, да, ему там не прикажешь, конечно. Хорошо, есть же там всякие таблетки, какие-то витамины, еще что-то. Ну, это же можно подготовиться сразу. Ну, вот на самом деле, как бы вот эти все эти поливитамины, ну да, часть тяжелых симптомов там похмелья обусловлена, там, например, недостатком витамина группы В. Вот, но доказательная база по витаминам очень То есть слабая. можно сразу группу В выпить заранее? Да? Очень слабенькая, на самом деле. Доказательства янтарная кислота, витамины, там, то, что рекомендуется. Здесь нет доказательств. Есть доказательства по противовоспалительным средствам, то есть, безусловно, аспирин. Кто-то с утра, кто-то Аспирин для чего? советует вечером. Потому что, опять же, часть симптомов похмелья обусловлена воспалением, системным воспалением, который метаболит алкоголя вызывает. Вот поэтому аспирин, он поможет, он блокирует цикл арахидоновой кислоты, но аспирин не очень полезен для язвенников, поэтому, может быть, в некоторых ситуациях лучше имплантация. Ну хорошо, мы не язвенники. Ну, если не язвенники, то тогда аспирин. Кто-то говорит утром, кто-то говорит, что можно даже с вечера. А можно и вечером, и утром. Ну, аспирин вечером и утром очень большой удар по желудку, потому что все-таки желудок сильно влияет салициловая кислота на состояние желудочной стенки. Вот, можно получить какую-то острую эрозию, тем более, что и сам алкоголь-то не очень щадит наш желудок. Вот. Хорошо. А если правильная закусочка? Правильная закусочка, да, жирная закуска, она только замедлит всасывание алкоголя в организм. Но она хорошо в плане наступления, то есть замедления наступления алкогольного опьянения. Однако сам алкоголь никуда не денется из организма, он все равно будет всю ночь перерабатываться в вредный ацетальдегид. Например, да, ацетальдегид – это вещество, которое кто-то говорит, от 20 до 30 раз токсичнее самого алкоголя. Это вот основной яд, который, в общем-то, всему вредит. То есть он вызывает, например, может вызвать на следующий день развитие приступа мерцательной аритмии. То есть он вызывает токсическое повреждение головного мозга, токсическое повреждение сердца. В основном виноват не алкоголь, а именно продукт метаболизма, ацетальдегид. И состояние, то, как человек воспринимает алкоголь, зависит от действия двух ферментов. Алкоголь-дегидрогеназа, которая превращает алкоголь в ацетальдегид, этиловый спирт в ацетальдегид, и ацетальдегид-дегидрогеназа, которая разрушает из ацетальдегида, превращает его в углекислый газ, то есть его выводит. И вот у некоторых людей не работает вот этот второй фермент, уже с длинным названием. То есть можно выпить ферментик? Ферменты нет. Эти ферменты – это наша генетика, и, собственно, от этого зависит то, как разные люди реагируют на алкоголь. Кто-то быстро спивается, у кого метаболизм алкоголя очень быстрый, потому что вообще 23% людей вообще не испытывают никакого похмелья. То есть они его полностью лишены. Вот, например, наш общий знакомый. Например, я. И ты тоже? И Тёма, да, ты про Тёму? Да. Тёма говорит, мы можем я никогда... Мы можем это открывать секреты пациентов?
Я не знаю, насколько диантология нам позволяет это. Но мне кажется, что вот такая история. То есть он не испытывал никогда таких историй. Не, я испытывал, когда, если очень много, то есть до определенной границы я не испытываю ничего. То есть, если, к примеру, какую-то малую дозу, например, там, 2 бутылки вина за литр, или бутылка водки за вечер, я... Но у меня, к сожалению, есть история с тем, что мне сложно остановиться, то есть есть определенная... То есть ты бухаешь, смотри. И такой живчиком выглядишь. Нет, в том-то и дело, что я испытываю тяжелейшее похмелье, оно у меня не на физическом уровне, а на эмоциональном уровне, но никому я не советую пережить тех мук совести, которые я испытываю на утро. А муки совести у тебя почему? Потому что ты знаешь, что с тобой происходит. Потому что нет, в отличие от всех остальных? Нет, потому что это удар еще и по синтезу дофамина в головном мозгу. И сначала, когда тебе на алкоголе, мне поначалу классно. То есть там есть несколько фаз, которые вызывают. Сначала активируется дофаминергическая система, и у него такое легкое стимулирующее действие. А потом уже алкоголь возникает тормозное действие, которое опосредовано гамма-кармической системой. Но это, там можно про это говорить, поэтому иногда с похмелья возникает такое легкая апатия из-за истощения дофамина, потому что дофамин это... И тогда мы еще стаканчик, и апатии как не бывало, ты полон сил, энергии, хорошее настроение. Это вообще... Нужно... Что делать с утра? Давай, самый главный секрет. Это супер вредная история. Что вредная история? Супер вредная история, а похмелиться это... ни один нарколог в мире никогда не посоветует похмелиться. Сейчас подробно объясню, почему. Значит, да, действительно, часть симптомов алкогольного отравления связана с метиловым спиртом, который один из продуктов брожения и присутствует в напитках. Кстати, надо поговорить про те напитки, где там больше продуктов брожения, как правило, темные напитки. Так вот, этот метиловый спирт, его естественным антидотом от отравления метилового спирта является спирт этиловый. И когда мы выпиваем немножечко алкоголя, нам действительно становится легче, потому что мы выводим этот метиловый спирт и его продукты метаболизма. Но в чем подвох? Каждый раз, когда нам после рюмочки становится легче, мы подкрепляем рефлекс. И мы закрепляем рефлекс, и таким образом, похмеляясь, это может привести к запою и к тяжелой алкогольной зависимости. То есть у нас в голове возникает такая положительная психологическая связь между алкоголем и улучшением самочувствия. Но если... Это прям как у животных. То есть мы просто вырабатываем себе рефлекс. Если у тебя нет зависимости, то можно похмеляться, ничего не будет. И даже хорошо. Но если ты говоришь, что у тебя... То есть в том-то и дело, что алкоголь – это наркотик, у которого там со временем зависимость разовьется. И вот она разовьется именно таким способом. Если ты будешь зависимость – это отдельная история. То есть самый главный вред от похмеляться – это то, что у тебя зависимость будет. Да. Но это эффективно. Это может привести к запою, и как бы ты продолжаешь вводить в свой организм токсическое вещество. Я работаю как бы врачом, ко мне часто приходят пациенты, которые говорят: доктор, я не буду пить таблетку, потому что она вредная для печени. Да? Они очень боятся свою печень. Маленькая таблетка, вот такая вот, с недоказанным вообще эффектом для печени, тем не менее не боятся. Но при этом существует какой-то там... то есть они могут с гипотоксичного яда выпить прям полкило вообще без мук совести. Это очень странная история. Подожди, то есть алкоголь – это страшный гепатоксичный яд. Действительно повреждает печень, там вызывает цирроз и так далее. Да, хорошо. Может быть, на сосуды не так сильно влияет. Смотри, мы в любом случае мы исходим из того, что мы не можем от этого отказываться. Мы идем в бой, да, то есть хотелось бы, конечно, чтобы его не было, но давай, есть неоспоримый факт. Пить придется. День вина, ты представляешь, что день вина? Да, я представляю. День вина, это... С ужасом. Мне нужно просто завтра с утра обойти 12 стендов. То есть даже если я буду просто дегустировать вино и там сплевывать, то через как слизистую, да, там все втянется алкоголя. Тем более там есть ряд таких продуктов, которые еще вызывают главную боль, но вино довольно тяжело переносится. То есть лучше водку? На самом деле по количеству продуктов
брожения, вот этих вот побочных продуктов брожения, водка является наиболее выигрышным напитком по сравнению там, самая тяжелая история с бурбоном, там, с коньяком, не такая с виски. История была, потому что очень много вот этих побочных там метаболизмов. То есть пить надо водку. Самое полезное из всего. У нас просто, я повторюсь, паттерны употребления водки в нашей стране таковы, что очень быстро возникает алкогольная зависимость. Потому что вот этих между первой и второй... Что зависимость? Слушай, зависимость, нет зависимости. Если бы у нас водка была принята как аперитив или дижестив, как вот профессор Преображенский в «Собачьем сердце». Все утверждают, что новое очень приличное. 30 градусов. А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это во-первых. А во-вторых, бог знает, чего они туда плеснули. Если вы мне скажете, это плохо, вы мой кровный враг на всю жизнь. Да. Это одно бы дело. Но у нас в студенческой, то есть это какое-то прям соцсоревнование происходит. Когда ты там между первой и второй промежуток небольшой, и ты пытаешься, кто первый. Потом у тебя возникает рвотный рефлекс, потом ты тренируешься, и этот рвотный рефлекс через несколько лет пропадает. Ты можешь выпить бутылку водки и чувствовать себя как бы молодцом, мужик. Да. И вот мальчик превратился в мужика, но на самом деле человек без зависимости превратился в человека с алкогольной зависимостью. То есть, хорошо, смотри, давай так. Стоит у нас человек с зависимостью. Давай смотри, зависимость мы оставим это отдельно. Хорошо, давай. Ты же не психиатр, да? Что ты про зависимость говоришь? Не могу. Давайте я расскажу несколько способов, которые я знаю, и вы их обсудите. Давай. Тут у нас вопрос из зала. Предложение из зала. Тренироваться. Тренировать печень чуть-чуть с утра, чуть-чуть вечером, как лекарство. И ты как спортсмен спокойно можешь потом бухать, и ничего тебе не будет. В этом есть доля здравого смысла, потому что ты разгоняешь ферменты печени, которые будут метаболизировать алкоголь. И действительно ты меньше опьянение у тебя меньше, позже наступит, может быть, хотя на само похмелье я не знаю, как это повлияет. Ты просто можешь выпить больше, может быть, и похмелье в таком случае у тебя будет сильнее. Как бы смысл же алкоголя, чтобы быстрее напиться. Чтобы, ты зачем пьешь? У тебя же нет цели выпить там литр водки. Нет, у тебя-то цель продегустировать. Мы же про твой челлендж говорим. Смотри, мой челлендж это понятно, но ты же еще пьешь для того, чтобы тебе как-то изменить свое внутреннее состояние. Поэтому смысл нам что-то на тренировку, чтобы ты как бы пил и не пьянил, это не годится. Никуда. Нам нужно бросить. Нам нужно быстрее пьянить, чтобы ничего за это не было. Так у нас же все равно есть определенная доля соревнований в нашей русской культуре, есть доля соревнований, что мы должны как бы пить и не пьянеть. Есть же такое? Ты не согласен? Что ты не пьешь там, что ты пропускаешь? Постоянно же это происходит за столом. Там же можно так. Можно немножко, нет, взрослые люди уже стараются уклониться, это правда. Ладно, лимончик. Вот ничего не могу сказать по поводу лимончика, с учетом того, что он будет еще сильнее раздражать желудок. Мне кажется, что положительные действия во-первых, начнем с того, что в лимоне не так уж и много витамина С. Во-вторых, положительный эффект витамина С очень сильно преувеличен. И, скорее всего, я вот лично про витамин С как бы не смотрел эту историю, но, по-моему, он особо никак не действует на метаболизм алкоголя. Можно обойтись и без лимончика. Жирной пищи тоже толку нет. Нет, жирной пищей мы объяснили, что жирная пища замедляет процесс наступления алкогольного отравления, поступления алкоголя в кровь. То есть ты действительно позже опьянеешь. Но есть, во-первых, жирная пища, она для поджелудочной не очень хорошо. Алкоголь сам по себе для поджелудочной не самый приятный собеседник. То есть лучше всего это без закуски херачить водку. Водочку запивай ее каждый раз стаканом воды. И совет. Не участвовать в соревнованиях. Доктор прописал. Смотри, без закуски. Закуску мы выкидываем, от нее толку нет. Нет, почему? Мы закусываем. Мы закусываем, но
Чем? Ну, в любом случае она разбавляет водку. Ну, тут я просто надо четко сформулировать мне цель. Какая цель у тебя? Напиться быстро? Нет. Да. Цель любого человека, который употребляет алкоголь, это достичь состояния опьянения, и чтобы тебе потом за это ничего не было. За это ничего не было. Да. Хорошо, давай тогда подумаем. Значит, достичь состояния опьянения можно, конечно же, не закусывая и употребляя большое количество воды, но делая это в широком временном промежутке. Вернемся к нашим баранам. Значит, наша цель. Баранов. Наша цель выпить как можно быстрее пить, и чтобы не было последствий. Для того, чтобы не было последствий, мы пьем Много воды. Много воды, не закусывая. Не закусывая. Много Не воды. закусывая, но через большие промежутки времени. То есть мы выпиваем рюмочку водки, потому что цедить водку невозможно. Идем танцевать. Идем, да, безусловно, идем танцевать, но Возвращаемся, без травматизма. опять идем танцевать. Идем танцевать, выпиваем воды, не забываем про водичку и перед сном опорожняем кишечник. Можем выпить бутылочку, можем Бутылочку еще. поиграть в бутылочку. Можем, кстати, потому что физическая активность, но с физической активностью на утро, кстати, да, вот такая история. Алкоголь это супер еда, это чистый углевод. Это не углевод, и в ней достаточно мало структурной информации, там как бы называть алкоголь... Сразу энергия же появляется, хочется же сразу... Энергия появляется не из-за энергетической ценности алкоголя, а из-за того, что все-таки стимулируется дофаминергическая система, она как, это как стимулятор. То есть вот мы не можем говорить про наркотики стимулирующего действия. Вот у низких доз алкоголя... То есть тебе кажется, что у тебя появилась энергия? Да. То есть не кажется, она есть в нашем организме, просто снимает дофамин, снимает некоторые барьеры в нашем организме, снимает чувство. И ты идешь кого-то бить. Ну, это другое, такая там плюс растормаживается подкорка, но это я как бы опять не психиатр, и дальше мы про это, в общем, не будем говорить. А если ты встал с утра совсем жопа, что выпить? Скажи ли как? Выпить таблетку либо аспирина, если нет противопоказаний, мы говорили про язву желудка, либо таблетку ибупрофена. Либо аспирин, либо ибупрофен. Да, парацетамол не стоит, потому что он немножко действует на печень гипотоксично. И можно опять идти бухать? Нет. Вот здесь надо остановиться. Вот в этот момент. Подожди, именно 2 дня идет. Ты, может быть, не понял? Нужно 2 дня бухать. Задача усложняется. Да, во второй день, как можешь, избегай прям алкоголя. Пей, ходи побольше и прям пей прям совсем по чуть-чуть. Значит, повторяем советы от доктора. Самое главное, что пить можно. Лучше пить водку вместо вина. Тебя никто не видит. Ты возьми на меня крупный план, его никто не видит. Самое главное, значит, водку вместо вина, потому что... Подожди, слушай, а говоришь, вино там полезно там, для крови, для чего? Нет, уже все. Последняя история, то есть была история про красное вино, про ресверетрол, который там блокирует инсулиноподобный фактор роста, но на самом деле что-то не доказало преимущество красное вино перед сопоставимыми дозами крепких алкогольных напитков или пива. То есть примерно так же действует на липопротеиды низкой плотности, например, в крови их. Собственно, с этим связано, липопротеиды высокой плотности повышаются при употреблении определенных доз алкоголя, небольших. То есть от вина толку нет? С точки зрения здоровья? С точки зрения здоровья, наверное, и нет. Я думаю, что это была какая-то работа, связанная с каким-то винным лобби, но последующие исследования не подтвердили. Поэтому неважно, что мы пьем, но единственное, что культура употребления вина лучше, чем культура употребления водки. Что ты к водке нашей привязался? Что-то какой-то я русофоб, походу. Чего тебе? Можно же выпить чуть-чуть супу, например? Суп без водки разве можно есть? Это вообще впустую. Суп вообще так себе, на самом деле, продукт. И суп еще тебе не нравится? А суп тебе чем не угодил? Вода с жиром. Вода с жиром, горячая вода с жиром сильно стимулирует секрецию соляной кислоты и прочее. В общем, вот эта вот история про то, что... Бабушка, ты приезжаешь, чтобы съешь первое, борща тебе тарелочку. Бабушка вообще много полезных вещей советует, конечно, не поспоришь. Поэтому суп нет.
Вот. К моему супу вот ничего не вылили, никто мне никогда. Вот мама мне потому что наливала суп, нет, никогда не предлагала водки. Я помню себя там лет с 5. Мама мне варила уху, там из консервов варила. Никогда водку не предлагала. Не знаю почему. Может, неправильная мама Тебя какая-то. плохо воспитывали? Плохо. Это правда. Тебя плохо воспитывали? Не, если кухе стопку водки не наливали, это что такое? Не, ну, видимо, детство у меня тоже. Да. В школу не так. Да, берем много воды, берем таблетку аспирина перед сном, таблетку аспирина с утра, можно еще таблетку аспирина ночью. Вот. И на самом деле можно с утра смело похмеляться, если не боитесь зависимости. А зависимость можно потом пойти к психологу. Да, и психиатру ее избавиться. Из-за какой-то дурацкой зависимости пропускать рюмку после ухи, конечно. У меня каждый раз есть стратегия. Но Есть стратегия, есть тактика. нет, у меня один мой знакомый, он спортсмен. Вот, и он как раз говорит, что алкоголь, он хорошая энергия. То есть можно вроде заниматься спортом и бухать, но очень самая большая проблема то, что у тебя убивает мотивацию. И Я хочу посмотреть на этого спортсмена. Хочу на его он, наградные листы. кстати, бегает Ironman, еще как 100 километров, когда 100 километров по жаре, по горам, вот это они там бегают. Не, он марафон полный бежит, ты что, нет. Там нормальный спортсмен. Не бережет себя. Нет, я и про марафон тоже, про Да, Ironman, что... Это он как раз разбил все мифы, что спорт и алкоголь несовместимы. Ну, мы же знаем, что вот кто-то один из тех, кто пытался разбить эти мифы, там где-то разбивался. Была история про человека, который ел бургеры и бухал, и, по-моему, там случилось во время иркутского марафона. Нет, бургеры бухать мы не будем, мы будем умеренно употреблять. Ну, это я сейчас рассказываю стратегию, я уверен, что он так не пойдет, потому что сейчас уже в самолете нальют, и там все пойдет, как обычно, все пойдет не по плану, но пока я трезв, мы берем стратегию умеренно, с водичкой, в конце аспирин, и на второй день избегаем алкоголя. А что ты в кресло вжался, а? Я на самом деле, конечно, не настоящий врач. Я что-то каждый раз, когда есть возможность избежать... Ну, у вас корпоративы проходят в больнице? Проходит. Ну, мы используем всякие капельницы. Хотя капельница, единственное ее преимущество, то, что когда у тебя похмелье, то от капельницы от похмелья? Да, от похмелья. То есть с утра вы просыпаетесь такие на кушетках, такие с утра, да. Обложенные медсестрами такие, ну, конечно, мечта. Так происходит. У вас симпатичные медсестры? Конечно. Самые симпатичные. Чем больше пьешь, тем симпатичнее. Да. Но и с утра ты просыпаешься. С утра единственное преимущество капельницы перед регидратацией, вот это вот оральная, это называется регидратация. Единственное преимущество, то, что... Как еще раз я запишу? Оральная регидратация. То, что просто я буду людей пугать этим словом. Потому что тошнит с похмелья. Да. Сильно тошнит, и затолкать в себя эту воду очень тяжело. А в капельнице как бы она в обход вот этой истории. Ты ставишь себе капельницу и кайфуешь. А еще ж можно с капельницей. Я не знаю, насколько пол-рюмочки можно засадить, да? Вот, то есть других, на самом деле, других преимуществ у оральной регидрации, то есть, вернее, трансфузионной терапии. Честно. Пил, да. Пил? Да. Даже не медицинский спирт, а раствор антисептический я пил. Антисептический раствор? Сейчас мы, и даже, мне кажется... То есть их можно пить? Раствор антисептический, да, это такой лайфхак. Там довольно высокое содержание медицинского спирта. Мне кажется, я даже настойку боярышника как-то пил. Ты боярышник еще пил? По-моему, да. Но это, будучи студентом, поэтому пытаешься попробовать. А ты что киваешь? Я скину тебе ссылки на доказательные всякие статьи, на доказательную медицину. Они, наверное, будут в описании к ролику. Да. Вот. Подводя итог, ты должен пожелать людям что-то. Люди, берегите себя, пожалуйста. Берегите печень, сердце, головной мозг. Не болейте, лучик здоровья. Будьте разумными, пожалуйста. Такое ж не бывает. Такое не бывает. У тебя был какой-нибудь разумный пациент?
который тебя слушался? Нет? 2. 2? 2 так. И они живы до сих пор? Ну, они... Как же?